Я хочу поприветствовать Трисс. Для нас это такая честь ее принимать здесь, на этом месте. И Марию, которая будет переводить, они уже 3 недели служат. И просто пусть Господь, Он говорит то, что Он хочет. Аминь. Давайте поприветствуем. Очень классно быть с вами. Не за что сейчас. Спасибо, что пригласили. Это честь. Для нас честь. Настоящая честь быть здесь. It's so good to be here. Do you know what I love is the fact that Natasha, just the way she talked to you about being a daughter of the king. Еще понравилось, как в самом начале Наташа говорила с вами о том, что вы дочери царя. I thought she was going to preach my sermon actually. Я думала, что она всю мою проповедь сейчас скажет. Because the theme of this weekend is what are you carrying? Потому что тема сегодняшнего посла, вообще всего послания, всей конференции нашей, это что внутри тебя, что ты вынашиваешь внутри себя. What are you carrying? And today, this evening, I'm going to talk about what identity are you carrying. И сегодня мы поговорим о том, кто ты. What identity you're carrying? Кто ты? What do you look like? Who do you think you look like? Как ты выглядишь, как ты видишь себя? So we're going to start with Isaiah 43 and verse 1. Мы начнем с Исаия, 43 глава, 4 стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя и назвал тебя по имени твоему. Ты мой». Just look at your neighbour. Посмотрите на того, кто рядом. And just say to them, he's talking about you. И скажи, здесь написано про тебя. Tell them again, he's talking about you. Еще раз повторите это, пожалуйста. He says, he who created you, he who formed you, he who made you. Господь, сотворивший тебя, который сделал тебя такой, какая ты есть. He says, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name, and you are mine. Он говорит, не бойся, потому что я искупил тебя, назвал тебя по имени. Ты моя. So ask the person next to you, who do you belong to? Итак, поверните к соседу и спросите, кому ты принадлежишь? Say to them, do you know who you belong to? Спросите, ты знаешь, чья ты? Well, if you don't know, by the end of this weekend you will. Если еще не знаешь, что в конце собраний наших будешь знать. So tell them that. Можете это тоже сказать. You will know whose you are. Ты будешь знать, кто ты. This is what he also says in Isaiah 43 and verse 4. Также в той же главе, ниже, вот теперь уже 4 стих. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя, и народы за душу твою». That's what God says about you. Бог говорит это о вас. There's only one person that actually believes that. Кто-нибудь хоть в это верит? Хоть один? I got one amen. That's what God says about you. Это Бог говорит о вас. He says you're precious in my sight. And when you're precious in his sight, you're like a jewel. Он говорит, ты дорога в очах моих. И когда он говорит это, он имеет в виду, что ты как дорогое украшение. I have jewels on my rings. That's how precious I am to my husband. И вот бриллианты на моем кольце доказывают, насколько я дорога для моего мужа. But my heavenly crown that God is putting together for me is much more precious than these. Но знаете, те бриллианты, которые Господь дал мне, намного более ценны, чем те, что у меня And на that's how кольце. precious I am to God. И они доказывают, насколько я дорога для Бога. Да? Аминь.
person next to you and say, "You're precious to the Lord." Итак, повернитесь к кому-нибудь, скажите, ты дорога для Бога. There are some of you who don't believe it. Некоторые из вас в это не верят. Look at the person next to you and say, "That's how precious you are to God." Еще раз повернись к кому-нибудь и скажи, ты дорога для Бога. You see, you've got to take it from here to here. Нужно перенести это понимание из головы в сердце. Because you can say it, but actually you've got to believe it. Потому что мало говорить, нужно верить в это. So do you believe it? Ты веришь? Do you believe it? Ты веришь или нет? Amen. So we're talking about what identity you carrying. Мы говорим о том, кто ты. In Acts chapter 2, 5-13, it talks about the people that were actually in Jerusalem at the time that that Pentecost happened. So we're just going to read that first. В Деяния 2 глава, с 5 стиха здесь говорится о Пятидесятнице. Yeah. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящие его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, принадлежащих Киринее, и пришедшие из Рима, иудеи, и прозелиты, критяне, и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и недоумевая говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. When we read this, it talks about all these people coming from all sorts of different places. Мы читаем здесь о людях, которые пришли из разных регионов. They were from Asia, they were from Phrygia, they were from Pamphylia, they were from Egypt, they were from Libya, they were from Cyrene. И из Азии, и из Иудеи, и из Ливии, и из Памфилии, отовсюду. Where are you from? Откуда ты? If I said to you where are you from, you would say I'm from Russia, I'm from Hobarask. Если у тебя спросить, откуда ты скажешь, я из России, из Хабаровска. Да. That's not what he's asking. Но вопрос не об этом. The Lord is asking, where are you from? Бог спрашивает, откуда ты? See, I can say I'm from England, I'm from the Caribbean. Я могу сказать, что я из Англии, ну и из Карибских островов. But actually, I'm a daughter of the King. Но я прежде всего дочь царя. I'm from heaven. Я с неба. My father lives in heaven. Come Мой папа on. живет на небесах. So I'm a daughter of the King. Я дочь царя. Where are you from? Откуда ты? What identity do you carry? Кто ты? If somebody says to you, where do you come from? Если кто-то спросит тебя, откуда ты, What do you answer? что ты скажешь? I was a nurse. I'm a retired nurse. Я раньше была медсестрой, я уже на пенсии. And I was visiting a patient in her home, and her husband said to me, where do you come from? И когда я была дома у одной из пациенток, ее муж спросил меня, откуда ты приехала? I said, Warminster, which is where I lived. И я ответила, Уолминстер, это место, где я жила. And he went, no. Он сказал, не-не-не-не, That's where I lived. я же жила там. I lived in Warminster. And he said, no. Where do you come from? Он спросил меня, не-не-не, откуда ты? So I then said, Peterborough.
Because that's what Peterborough. That's where I grew up. It's a city near London. Okay. И затем я назвала название другого города, и я сказала, я оттуда, потому что я там выросла. And he said, no. Сказал, не. Where do you come from? Откуда ты? Where do you come from? Откуда ты? I said, Peterborough, near London. Я опять сказала, Петербург, недалеко от Лондона. No. Where do you come from? Не, говорит, откуда ты? I knew what he was asking, but I didn't want to give him the answer because he made a judgment on where I was, who I was, and where I came from. И я знала, о чем он спрашивает, но я не хотела ему отвечать, потому что я знала, что он судил меня по тому месту, откуда я произошла. So after a few minutes of letting him run around and asking the same question again and again, и через несколько минут после того, как я позволила ему делать эти манипуляции, задавать себе один вопрос за другим, I said to him, St. Vincent in the West Indies, which is и the Caribbean. я сказала ему, Сент-Винсент, это Карибские острова. Do you know what he said to me? Знаете, что он ответил? Oh, you speak extremely good English. Ну ты очень хорошо говоришь по-английски. How rude. Очень грубо. How rude. Грубо. He looked at me on the outside and took a judgment on where I came from. Он смотрит на то, как я выгляжу, и судит меня по моему происхождению. How I would speak, what I would look like. И он ожидает, что из-за моей внешности он ожидает определенного английского акцента. I love being from the West Indies, by the way, from the Caribbean. Мне на самом деле нравится, что я с Карибов. Мне нравится об этом говорить. I have a built-in suntan. I have an automatic suntan, a built-in suntan. У меня как-то автоматический загар всегда. Come on! I don't need to sit under a lamp. Мне не надо сидеть под лампами. I don't need to have spray tans. Мне не нравится, не надо наносить спрей для загара. Come on! I love who I am. Мне нравится то, кто я есть. Where is your identity? Who is it in? Кто ты? What do you carry? Что в тебе? Is your identity decided on by other people? Кто решает, кем ты являешься? Другие люди? But is it what God says about you? Или Бог, который говорит о тебе? When you know God, when you know who God is, when you know who Jesus is, you know who you are. Когда ты знаешь Бога, когда ты знаешь, кто такой Иисус, тогда ты знаешь себя. You know where you come from. Ты знаешь, откуда ты. And it doesn't matter what anybody says about you. И не важно, что говорят другие. You can stand and you can say, this is my identity, this is what I carry. Ты можешь смело сказать, вот, я знаю, кто я. So when somebody says to me, where do you come from? Поэтому, когда кто-то спрашивает меня, откуда ты, Нет. No. I come from... That's where I come from. я оттуда. Yes, I've got a suntan. Да, у меня загар. Yes, I stand out. Да, я не похожа на вас. Wherever I go, I stand out. Я вообще не похожа ни на кого в любом месте. I can't exactly hide. Мне плохо получается прятаться. I'm a bit obvious. И очевидно, что я не из России. Come on. You don't get very many of me in Russia. В России не так-то много черных. But I know who I am. Я знаю, кто я. I know who I am. Я знаю, кто я. I know what identity I am. Я знаю, кто я такая. And it's not dictated by other people. И это не определяется тем, что говорят обо мне другие люди. Now I'm going to tell you about 6 remarkable ladies who were, unremarkable ladies as the world sees them. И мы сейчас поговорим о 6 женщинах, которые были на самом деле очень непримечательными, на первый взгляд. So we've got 6 ladies we're going to find out about tonight. Сегодня мы прочитаем 6 историй. Hannah, Анна, Lois, Лаида, Lydia, Лидия, Jochebed. Йохаведа. Йохаведа. I
learning. Я учусь. Jail. Яиль. Yale, that's okay. Sorry, I'm going to say Jehosheba. Иосалев. Okay. We're going to find out about these 6 ladies who were all in the Bible. Мы поговорим про этих женщин, и каждая из них, она в Библии. Okay. First of all, we're going to look at Hannah, who is the mother of Samuel. Первая — это Анна, она мать Самуила. And we find her in 1 Kings 1, 2-21. И история о ней записана в Первом Царстве, в 1 главе. I'm not going to read the whole passage, but we're just going to look at some attributes of this lady. Мы не будем все сейчас читать, мы просто выделим основные особенности этой женщины. So she was the first wife of Elkanah. Она была первой женой Илканы. So Elkanah, her husband, had 2 wives. У Илканы было 2 жены. That would be hard to deal with, wouldn't it? Сложновато, наверное, было. I don't want to share my husband with Я не somebody хочу, чтобы у else. моего мужа была еще одна жена. In the same house? В одном доме, тем более. Not good. Not good at all. Anyway, she couldn't have any children. She was barren. Она была бесплодна. And in those days and in that area, in that country, to be without children was actually seen as a curse. И в то время, если женщина не могла родить детей, это признавалось как проклятие. Was not good. Что было не очень хорошо. Was not good. But she wanted to be a mum. Она очень хотела стать мамой. It's something that she longed for. Она очень этого желала. And her husband once a year used to take her to the temple and he would make a sacrifice, but he would always give her a double portion so that he blessed her. И каждый год ее муж, они ходили в храм, и каждый раз, когда он возносил все сожжения, он приносил двойную порцию за нее, чтобы особенно ее благословить. That's how much her husband loved her. Потому что он любил ее. Even though he had 2 wives. Несмотря на то, что у него было 2 жены. Still don't think I would share my husband with another woman. Но я все равно не хочу делить своего мужа ни с кем больше. Аминь. Hallelujah. And she prayed earnestly. She prayed and she prayed and she prayed because she wanted to be a mum. И она усиленно молилась и молилась и молилась, потому что она так сильно хотела иметь ребенка. What did Eli, the priest, do when he saw her praying? Что сделал Илия, когда увидел, как она молится? Because when she prayed, she was praying without moving her lips, without a sound coming out of her mouth. Когда она молилась, у нее просто рот двигался, даже не слышно было слов. He thought she was drunk. И он думал, что она напилась. What image did he have of her? Как он ее себе представил, что он подумал о ней в тот момент? He judged her Он осудил ее because of what he saw. из-за того, что он увидел. But he saw the outside of her. Но он увидел внешнее, God sees the inside. а Бог видит внутри. The Lord sees the inside. Бог видит то, что внутри. Doesn't matter what others see on the outside, God sees inside. Богу вообще все равно, что вокруг, что внешнее, Бог видит только внутреннее. So whatever you're thinking, whatever you're going through, wherever your heart is at this moment, God sees it. Поэтому через что бы ты ни проходила, что бы ты ни думала, Бог видит твое сердце. You do realize you can't hide anything from Him. И от Него ничего невозможно утаить. Аминь. You can hide it from other people by putting a wonderful Можно. smile on. Можно попробовать утаить это от людей, натянуть улыбку, но You can walk around going, when somebody says to you, says, "Как дела?" когда кто-то спрашивает, You say, "Хорошо." You say, "I'm fine, I'm good." ты говоришь, у меня все в порядке, да, все нормально. But what they don't see is what's going on inside. Но люди не видят, что происходит внутри. If you're hurting, people don't see what's going Если on тебе больно, inside люди не видят. because you hide it. Ты прячешь это. You'll go home, shut the door, cry your eyes out, and nobody will know. Ты приходишь домой, плачешь, и никто не видит. Yeah? I have done that. У меня так было. So don't sit there and look at me and say, I don't do things like that. Don't sit there and look at me and say, that never happens to me, I don't do that. Поэтому не смотрите на меня и не говорите сейчас, не, со мной такого не бывает. We all do it. У всех бывает. We all do it. У всех бывает. We have moments where we put on a smile Бывают такие моменты, когда мы натягиваем улыбку. and we say, I'm fine, I'm И говорим, good.
я в порядке, все хорошо. When actually what's happening inside is you're falling apart. Но внутри ты разваливаешься на части. We've all gone very quiet. Так тихо стало. So she prayed. Она молилась. And the priest thought she was drunk. И священник подумал, что она пьяна. And he accused her of being drunk. И он ее обвинил. He told her, "You're drunk." Он сказал, ты пьяна, женщина. She said, "No, I'm praying earnestly for a child." И она сказала, нет, я просто так молюсь. Потому что я Praying хочу because the one ребенка. thing I want, the one thing I desire is a child. Потому что все, чего я хочу, это ребенок. And then he blessed her. И затем он благословил ее. And her prayer was to God was, if you give me a child, I'm going to give him back to you. И она молилась так, если Бог, ты пошлешь мне ребенка, я отдам его тебе. To work for you, to be Чтобы он who you've called him to be. служил тебе и был тем, кем ты хочешь его видеть. And guess what? Знаете что? God answered her prayer. Бог ответил на ее молитву. He heard her cry, Он слышал ее плач and he answered her и prayer. ответил на ее молитву. God is faithful. Бог верный. God is faithful. Бог верный. Come on. God Бог is верный. faithful. He's far more faithful than you realize. Он намного вернее, чем ты думаешь. He's a faithful, faithful God. Он верный, верный Бог. And he answered her prayer. И Он отвечает на твои молитвы. And then you know what? She had 5 more children. Знаете, что дальше? У нее было еще 5 детей. Because she gave God the response to her prayer. Потому что она отдала Богу то, чем Он ответил на ее молитву. He blessed her. Он благословил ее. He blessed her. Он благословил ее. What's on your heart? Что в твоем сердце? It's not about what people see on the outside. Это не то, что люди видят внешне, It's about what God sees on the inside. но что Бог видит внутри тебя. And her son became the last of the judges over Israel, and he anointed 2 kings. И ее сын стал последним судьей над Израилем, и он помазал в царстве 2 царей. You see, when you give God what you desire, he gives you back 10-fold. Когда ты отдаешь Богу свое желание сердца, Бог возвращает тебе в 10 крат. So although she was seen as barren in the world, God blessed her and she became fruitful. Все видели ее внешне как неплодную женщину, но Бог благословил ее и сделал ее плодотворной. Her identity wasn't what the world saw, it's what God saw. Потому что она была не тем, кем ее видели люди, а тем, кем ее видел Бог. What she carried in her heart was an amazing prophet. То, что она носила в своем сердце, обернулось пророком, невероятным пророком, Who did awesome things for a nation. который сотворил великие дела для народа. What's in your heart? А что в твоем сердце? What's in your identity? Кто ты? Do you carry barrenness because that's what the world sees? Несешь ли ты также бесплодие, потому что это то, что видят люди? Or do you carry fruitfulness Или ты несешь плод, because that's what God sees? потому что Бог видит тебя так? Where's your identity? Кто ты? Where's your identity? Кто ты? The next lady that we're going to talk about is Lois. Следующая это Лаида. And she was a grandmother of Timothy. Она была бабушкой Тимофея. And you find her in Timothy 1 and verse 5. She's only mentioned in one verse in the Bible. Она упомянута только в одном библейском стихе, это 2 Тимофея 1:5. And it was literally to identify that she was Timothy's grandmother. И единственное, что там сказано, что она была его бабушкой. Who's a grandmother in the house? Кто здесь бабушка? Grandmothers are amazing things, you know. Вы знаете, бабушки, они такие классные. They are. Правда. God uses grandmothers. Бог использует бабушек очень сильно. Да? Да. Come on, he does. God uses grandmothers. Бог использует бабушек. He does use grandmothers. Да. She was a woman of faith and she prayed for her family. Она была женщиной веры, она молилась за свою семью. So grandmothers are prayers. Бабушки, они молитвенницы. They pray for their Они families. молятся за всю семью.
even without their families knowing that they're praying for them. Даже когда семья не знает, что они за них молятся. Your grandmother, look at the people around the room, your grandmother prayed for you. Посмотрите просто на каждую, кто сидит сейчас рядом, и просто подумайте о том, что ваша бабушка молилась за вас. Come on. Да? I had a grandmother who prayed, I had a great grandmother who prayed, I have a mother who Знаю, prays. что моя бабушка молилась, моя прабабушка молилась, моя мама молилась за меня. I have a 94-year-old mum. Моей маме 94. She's old. Да, она такая пожилая. She's had altogether she's had 13 children. У нее в общей сложности 13 детей. It's a lot of children. She's got 19 grandchildren. 19 внуков. And she has 22 great-grandchildren. И 24 правнука. A lot of children. But she prays for every single one of us. И она молилась за каждого из нас. And she's never stopped praying for any one of И us. она никогда не прекращала молиться ни за кого. And she has another grandchild on the way. She's got another one that's going to be, and she will pray for that one as well. И скоро родится еще один правнук, и она уже готовится молиться за него. So that'll be her 23rd. Это будет ее 20... 23rd. 20... No, 23rd. Нет, значит, было 22, значит. Yeah, a lot of children. Станет 23. Anyway, let's go back to Lois. Lois prayed for her family. Итак, Лейда молилась за свою семью. She was an example to them. Она была примером для семьи. In other words, they watched what she did and they followed what she did. Это значит, семья наблюдала за ней и делала так же, как она. So when you think nobody's watching you, Поэтому, когда ты думаешь, что на тебя никто не смотрит, beware. будь особенно внимательна. Your children watch what you do, they watch what you say, Твои дети наблюдают за тем, что ты делаешь, что ты говоришь, and they follow. и они будут делать так же. Even if you haven't got children, when you have children, that's exactly what they'll do. Даже если у тебя еще нет детей, когда они появятся, все будет именно так. Да? Да. She didn't do great exploits, she didn't do lots of fancy things. Она, знаете, не сделала чего-то такого прям очень значимого, большого. But she loved the Lord. Но она просто любила Бога. She led an ordinary life. She didn't do great fantastic things, she was just an ordinary Она никаких lady. фантастических вещей в жизни не сделала. Она жила как бы обычной жизнью. But she had an awesome grandson. Но у нее есть великолепный внук. And she taught him all about the Lord. И именно она научила его всему, что он знал о Боге. Grandmothers, teach your grandchildren Бабушки, учите about внуков the Lord. о Боге. You sow into them. Сейте в них. You sow into them. Сейте в них. And even when they walk away, even when they stray, they will remember absolutely everything that you've Потому taught что them. даже если они отойдут, они будут далеко, они все равно будут помнить то, что вы вложили в них. I have a nephew who's 39. Nephew is Mark. As a boy. As a boy. Yeah. Who is 39. У меня есть племянник, ему 39. And he was taught by my mum. И его учила моя мама. Doesn't go to church, drinks a lot, sometimes takes drugs, is a bit of a womanizer. У него сейчас такая жизнь не очень. Он пьет, не ходит в церковь, иногда принимает наркотики, он бабник. But he called us up recently, Chris and I, because he wanted to know how to give his life to Jesus. И недавно он позвонил мне и Крису и спросил, как я могу отдать свою жизнь Иисусу. The example wasn't his mum, who's my sister. Примером была не его мама, которая моя сестра. It was his grandmother, my Примером mum. была бабушка, моя мама. He watched what she did. Он наблюдал за ней все это He время. watched her walk through difficult times. Он наблюдал, He's когда watched her pray. как она молилась, как она проходила через трудности. He's watched her life. Он наблюдал за ее жизнью. That is his example. Она была его примером. Beware of what you do, because your children and Поэтому your будь внимателен к тому, grandchildren, что ты делаешь, потому что твои дети и твои they will внуки see будут наблюдать за тобой.
and they will look and go, well, she doesn't lead a good life. Why do I want to be a Christian if she's like that? И если они увидят, что ты живешь не очень-то хорошей жизнью, они скажут, я не хочу быть христианином, тогда зачем? They watch what you do. Они наблюдают за тобой. They hear what you say. Они слышат, что ты говоришь. They understand. Они все понимают. You're an example. Ты их пример. What is you carry? What identity do you carry? Кто ты? So she would have taken him to church. She would have spent time with him as a grandmother. She would have read the Torah or the Pentateuch. И вот Лаида вводила их в церковь, скорее всего. Она проводила с ними время. Она вместе с ними читала Тору. She's probably told them stories about what God had done as well. Скорее всего, она рассказывала им истории о том, что Бог сделал. But without Lois, we would not have Eunice and we would not have Timothy. Но без Лаиды не появилась бы ее мама и не появился бы Тимофей. Thank God for grandmothers. Слава Богу за бабушек. Thank God for mothers. Слава Богу за мам. Because then you have the children. Then you have the children that God can use. Поэтому, потому что благодаря им появляются такие дети. Thank you, Lois, grandmama. Спасибо, Лаида. Thank you, Eunice, mama. Спасибо, Юнис, кто бы она ни была по-русски. Did I say that in Russian? Yeah. No. Yeah. Hallelujah. Then you have Timothy. Потому что благодаря им появился Тимофей. Occasionally I'll slip into a bit of Russian that I know. Tell me that. Okay. Okay. Lydia. Лидия. Lydia was a seller of purple. She was a businesswoman. Она продавала одежду. Она была Do we have any businesswomen in the room? бизнесвумен. Здесь есть бизнесменши какие-нибудь? Кто не занимается бизнесом, да? Good. There's going to be more. Больше будет. There's going to be more. There's going to be more. God says there's going to be more. Бог говорит, будет еще больше. You can get excited about that, you know. Кто вы такие нерадостные? You see, when you desire, God answers. And businesswomen sow into the body of Christ. They sow into the church. Потому что когда люди занимаются бизнесом, они впоследствии они сеют в церковь. Amen. Amen. So, Lydia. Лидия. We find her in Acts 16:14 to 15 and 16:40 to 17:1. Это Деяние, 16 глава, 14-15 стихи, и затем с 40 стиха. 40 стих и следующий стих, первый стих следующей главы. She wasn't mentioned a lot in the Bible. You've only got a few verses that talk about Lydia. О ней тоже не очень много говорится в Библии, всего пара стихов. But she had a huge impact on spreading the gospel across Europe. Она очень сильно повлияла на распространение Евангелия в Европе. She was a businesswoman. Итак, она была бизнесвумен. And one of the things she did was to open her heart up to the Word of God. И она написано, что она открыла свое сердце к Слову Божьему. But she not only opened her heart up to God, she also opened her home up. Но она So открыла that не she had только one of the сердце, first house groups. но еще и свой дом. И именно в ее доме началась одна из первых домашних групп. Отлично. What do you use your home for? А для чего ты используешь свой дом? Come on, what do you use your home for? Как ты пользуешься своим домом? Do you invite your lady friends around to read the Bible? Just to have hospitality, to drink coffee, to talk about the Приглашаешь ли Lord? ты своих подруг, чтобы вместе читать Библию, общаться, пить кофе? Or do you just open up your house for your next door neighbours so you can do the gossiping? Или ты просто приглашаешь своего соседа, и вы вместе сплетничаете о ком-нибудь? How do you
neighbours see you? Что тогда думают о вас соседи? Do they see you as somebody who displays the love of God, or do they see you as somebody who gossips all the time? Кого-то, кто демонстрирует Божью любовь, или кого-то, кто сплетничает все время? I'll leave you with that one. Я оставлю этот вопрос, вам подумайте. She practiced hospitality. She had people into her home. She fed them, not just with physical food, but with spiritual food. Она приглашала людей к себе домой, и она кормила их не только физической пищей, но и духовной. She was also a Gentile. She was a foreigner. Она была иностранкой. What do you do when a foreigner comes into your city? Что вы обычно делаете, когда какой-то иностранец приезжает к вам в город? What do you do when you see one walking around? Когда вы видите, как он идет по городу? What I usually find when I land in Russia. Absolutely. Please, definitely, I do want to invite you home. When I land in Russia, what I get is. Так вот на меня реагируют в России. Honestly. Правда. Honestly, I'm walking down the road. I'm walking down the street with Chris. Я просто иду с Крисом по улице. And more than once. Больше, чем один раз. I've had little old ladies do the. Бабушки. Honestly. No, they just stare. Просто пялятся на них. Literally. Is she real? Это правда, что ли? Or she just landed from somewhere? But you see, but what happens when you have somebody who is not beautifully tanned like me? Что происходит, когда вы видите кого-то, у кого не такой же красивый загар, как у меня? Actually, but honestly, what do you do when somebody comes who is not like me, who doesn't stand out in the crowd, but actually is different, and the only time you know they're different is when they open their mouth? А что вы делаете с теми людьми, которые не выделяются из толпы, как я? И единственный способ узнать, кто они, откуда они, это позволить им говорить. What do you do when you see somebody that's got a limp? Что ты делаешь, когда видишь кого-то хромающего? What do you do when you see somebody with a scar? С кого-то, у кого шрам на лице? Do you stare? Пялишься на него? Come on! Come on! God is challenging here tonight. Бог сегодня нам бросает вызовы. You see, we look at people and go, oh, but you know, they might be a born-again Christian, they might be a child of God, you don't know. Мы смотрим на людей, и мы думаем, но они же ведь могут быть тоже, они же тоже дети Божии, они могут быть рожденными свыше христианами. But actually, even if they're not a child of God, Но даже если нет, how on earth are you going to bring them into the kingdom if you behave in a way that makes them feel unwanted? как ты собираешься привести их в Царство Божие, если ты относишься к ним не так, как им этого хотелось? People do that when they see me, Когда люди видят меня, because I'm obvious, you can see me, I'm потому что different. очевидно, что я не отсюда. But actually, when you go into other places, what do you do when you see somebody that's different? Но на самом деле, когда вы видите кого-то, кто отличается от других, как вы поступаете с ним? We judge the outside. Судите его по наружности? What identity do you carry in your heart? What do you look Что like? внутри тебя? Кто ты? You're still very quiet. Такие тихие все еще. Jochebed. Йохаведа. Jochebed. Like that. She was the mother of Miriam, Aaron and Moses. Она была матерью Мириама, Аарона и Моисея. And you find her in Exodus chapter 2, verses 1 to 10. Про нее написано в Исходе во 2 главе с 1 по 10 стихи. She was the daughter of Levi, who actually in the Levites were priests. И она была дочерью Левия. So
So she was Jewish, Она была еврейкой and she lived in Egypt. и жила в Египте. So she would have stuck out like a sore thumb. She would have been very different. Поэтому она, ну, очевидно, была тоже не похожа. By what she wore and how she По behaved, своей одежде, по своему поведению. she'd have looked very, very, very different to the Egyptian И women. внешности тоже она сильно отличалась от египтян. Now she made a basket of bulrushes, slime and pitch. И она сделала тогда корзину там из тростника, ила. And she put her youngest child, her baby, into that И basket. она положила своего младшего сына в корзину. Why did she do that? Зачем? Because Pharaoh was about to kill all the baby boys. Потому что фараон собирался убить всех новорожденных мальчиков. Can you imagine if you lived in a country where the decree went out, right, all the baby boys were going to die. Просто представьте себе, что если бы вдруг у вас в стране вышел указ, согласно которому все новорожденные мальчики должны были быть убиты. Why was he going to do that? Because he thought there were too many children, there were too many Israelites in his country. Он думал, что израильтян слишком много в его стране. I have a son, Весь сын. one son, Один. not 13 children like Не my mum. 13. One son. Один. I would do everything to protect him. И, знаете, я бы сделала все возможное, чтобы защитить его. That's what you do with your children. Также вы бы поступили со своими детьми. She was not going to have her son killed by Она не Pharaoh. могла позволить фараону убить своего ребенка. So she put him in a basket. He was 3 Поэтому months old. она положила его в корзину And she sent him off down the River Nile. и отправила его плыть по Нилу. Do you know how big the Nile is? It's huge. Знаете, насколько большой Нил? And it doesn't, Огромный, and it невероятно. doesn't flow very slowly. It flows really, really И fast. там очень сильное течение. And it's Очень got быстро. crocodiles in it. И там есть крокодилы. I would not be putting my baby in a basket and sending him off down the Nile. Если честно, я бы своего ребенка не положила в корзину и по Нилу бы его не отправила. Not the most sensible thing to do. Не очень разумно. At all. Вообще. It really is not the most sensible thing to do. Вообще неразумно. But she knew it was the right thing to do. Но она знала, что так было правильно. So she sent this baby scooting off down the Nile. Так она отправила ребенка вниз по течению. But she also got his sister to watch. Но его сестра при этом стояла и наблюдала за ними. So this little basket would have been slipping its way down the Nile. И она наблюдала, как корзина скачет по волнам. And I suspect his sister was running alongside. И я подозреваю, что сестра, она бежала вдоль реки, чтобы посмотреть, куда она уплывает. Trying to keep up with this basket. И пыталась поспеть за корзиной. So she didn't lose sight of him, lose sight of where he went. Она пыталась не потерять ее из виду. And guess where he landed? Где эта корзина очутилась? Right in front of Pharaoh's daughter. Прямо у дочери фараона. She said, "Oh, this baby, look what we found. И она посмотрела и говорит: о, смотри, что я нашла. Look what we found. Смотри, смотри, что здесь у меня. Oh, little baby." Ребеночек. She took him out of the water. Она его взяла из воды. Some people would have carried on letting him go, but little baby. Некоторые люди пропустили бы его, они позволили ему плыть дальше. And guess what? She said, "What are we going to do with this baby?" И что дальше? Она говорит: ну и что мы будем делать с этим ребенком? And who popped up? His sister. И кто появляется тогда? Его сестра. And she said, "Guess what? I know somebody, a Hebrew mum, who could look after this baby for you." И она такая приходит и говорит: я тут знаю одну женщину еврейскую, которая могла бы присмотреть за ребенком. Guess who do you think she fetched? Кого она имела в виду? His mother. Маму. Come on. God knows what he's doing, doesn't he? Бог знает точно, что он делает. And she raised him as her own son. Why? Because he was her own son. И она вырастила его как своего сына. Почему? Потому что он был ее сын. Yeah, but Pharaoh's daughter didn't know that. Но дочь фараона об этом не знала. She never knew that he was Никогда. raised by his own mother. Она даже понятия не имела, что его вырастила собственная мать. So she would have nursed him. And she would have told him all the Jewish history. И я подозреваю, что она рассказала ему всю историю еврейского народа. She would have given him all the knowledge about the whole story of the Israelites and how they got into Egypt. И я думаю, она рассказала ему, как они попали в Египет.
She should have educated him on everything that he needed to know. Она взрастила его и дала ему все необходимые знания. But what she didn't know was she was nurturing the future leader of the Israelites. Но она тогда еще не знала, что она вынашивает будущего лидера Who всего would lead them Израиля, out of the promised land. который ведет их в обетованную Sorry, землю. would lead them, out of Egypt into the promised land. Выведет их из Египта и ведет в обетованную землю. What are you nurturing in your house? А что вынашиваешь ты? What little one are you nurturing in your house? Что за ребенка ты держишь в руках? Are you giving them all the history? Рассказываешь ли ты ему всю историю? Are you teaching them all that they need to know? Учишь ли ты его всему необходимому? Because you could be nurturing a leader. Потому что ты, возможно, вынашиваешь будущего лидера. Someone who's going to go into government. Кого-то, кто пойдет в правительство, Someone who's going to go into the health service. в больнице. Someone who might be a mayor of a town or a city. Кого-то, кто станет мэром, Someone who could be a writer in the future. писателем. What are you nurturing in your home? Кого ты вынашиваешь? Don't look at your little ones and think, oh, they're not worth it. They're never ever going to learn anything. They don't listen when they go to Никогда не говори про school. своего ребенка, что «О, нет, из него точно никогда ничего не They don't listen when получится». I talk to them. Он не может ничего запомнить, он меня не слушает. You keep speaking to them. Продолжай говорить с ним. Because what you put in, they will hold. Потому And it will что keep them он on будет the straight and помнить, narrow. и он через всю жизнь пронесет то, что ты вложила в него. Don't ever give up on your children. Никогда не сдавайся, не списывай со счетов своего ребенка. You know why? Because God never gives up on us. Потому что Бог никогда не списывает нас. Jail. И. Yeah, I love that one. Wife of Heber the Kenite. Oh, I can't remember what his name was. Okay. You can call them something else. You just sing something. Shall I sing some? Come by, my Lord, come by. Good, very good. Come by. Mm-hmm. You got it? Mm-hmm. Okay. So, Jael, Итак, Иаиль. she's wife of Heber the Kenite. Она была женой человека по имени Хевер Киньянин. And you find her in Judges 4. Lovely. No. You find her in Judges 4, 9, 17 to 24, and also 17 to 24. 4 глава, 9 стих, потом с 17 по 24. And she's also mentioned in the Song of Deborah in Judges И 5. также в песне Деборы, потом она упоминается в следующей главе, в 5. And what it says about Jael is that her husband separated himself from the rest of the community. И о ее муже говорится, что он отделился от всего общества. I'm not quite sure, but he separated himself out. Здесь, не написано как подробности, но... If you read the story in Judges 4, it's where Deborah went to Barak and told him that he needed to lead the army to defeat the Canaanites. И в начале этой истории Дебора приходит к Вараку и говорит, что ты должен повести армию, да, чтобы победить врага. So God had said to a man, you need to go and raise an army and defeat the Canaanites. Бог выбрал мужчину, говорит, ты мужчина, иди, победи. But what he said to her was, I'm not going to go unless you go. И он Варак что сказал? Я не пойду, если не пойдешь ты. How many times has God told you to do something? Сколько раз в вашей жизни Бог говорил вам что-то сделать, And you haven't done it because your best friend's not going with you? а вы не пошли, потому что ваши друзья не пошли? How many times has God told you to do something? Сколько раз Бог говорил вам сделать что-либо, Can't do that on my own, Lord. I need somebody to go with me. и ты говоришь, не, одна я не пойду. You see, when God speaks to you Когда Бог говорит тебе and asks you to do и something, говорит, ты иди и сделай, He's not asking somebody else to do it, He's asking you. Он просит не кого-то другого, Он просит Why? тебя. Because it's you that needs to have the breakthrough
to actually bring the blessing for someone else. Потому что он хочет, чтобы именно ты принесла прорыв и благословение для кого-то. How many times has he said to you, go and invite your next door neighbour over for a cup of coffee? Сколько раз Бог говорил тебе, пригласи своего соседа, соседку на чашку кофе? But I don't like my next door neighbour. И ты говоришь, она мне не нравится. I don't get on well with my next door neighbour. У нас отношения так себе. That's not the point. Но какая разница? What is God saying? Что говорит Бог? Be obedient. Будь послушным ему. But you see, because he said, I can't go unless you go, Из-за того, что Барак сказал, я не пойду, если не пойдешь ты. what God actually said to him, or Deborah said, God said through Deborah, was because you've asked for me to go, the victory's not going to go to you or a man, it's going to go to a woman. И потом Бог проговорил через Дебору, что из-за того, что ты отказался идти один, вся слава, которая должна была принадлежать тебе, будет принадлежать женщине. In those days, to give the victory to a woman actually was a dishonouring of the man. И в то время это означало, что он буквально терял честь. Да? You see, sometimes we think, oh, the man's got to do it. When actually God is saying, I want you to do it. Иногда мы думаем, что за нас все должен сделать мужчина. На самом деле Бог говорит, я хочу, чтобы ты это сделала. And sometimes we look at, oh, I can't do that because I'm weak, I'm a woman, I'm this, I'm that. Иногда ты начинаешь думать, ну я же женщина, ну я же слабенькая, я не могу. God already knows that. Бог-то в курсе. He's not daft Он не глухой. because he actually made you. Он создал тебя. He didn't make you to be a man, he made you to be a woman. И он создал тебя женщиной, а не мужчиной. And therefore, if he's asking you, it's because he wants you to do it. И если он обращается к тебе, то он значит, что он хочет, чтобы ты это сделала. He doesn't want the person next to you to be doing it. Не тот, кто рядом сейчас с тобой сидит. He doesn't want the person down the road to be doing it. Не кто-то другой. He doesn't want your husband or your son Твой or муж, anybody else to твой be doing сын. it, or the pastor to be doing Или it. пастор. He wants you to do Он it. хочет, чтобы ты это сделала. So look at the person next to you Итак, посмотрите на кого-то рядом с вами. and say, God's talking to you. Скажи, Бог говорит тебе. He is talking to you. Он говорит тебе. So, Итак, Caesarea. Whatever his name is. Сесара. Caesarea, okay. So what she did was she invited Caesarea, who was the commander of the Canaanite army. И что сделала Иаиль? Она пригласила Сесару, командующего хананской армией. Because he was on the run, basically. He was escaping from Он бежал тогда. She invited him into her tent. Она пригласила его к себе в шатер. And she said, lie down in here, they won't see you. И она говорит, ложись, отдыхай, тебя никто здесь So не she видит. covered him over with a blanket. Она его накрыла одеялом. And he said to her, keep an eye out just in case the enemy are coming and let me know when they come. И он говорит, погляди там, если вдруг увидишь, что враги мои бегут, то дай мне знать. Then she said to him, would you like some milk to drink? Would you like some milk to drink? She said to him. И потом она у него спросила, хочешь молока? So she gave him some milk. Она дала ему молоко, And he fell asleep. и он уснул. And then she got a tent peg. Tent peg, yeah. And then she got a tent. And a tent peg is not small, they're big. И она взяла тогда один из кольев от шатра, а колья, они не маленькие, они огромные. So you know what a tent peg is. Вы представляете себе вот колья Да. от палатки, что такое? So they're От not. шатра большого. They're quite big. Они, And they're really thick. они здоровые. And she got a tent peg, put it into his temple, И она взяла этот кол, она его воткнула ему в висок and then went bang. и добила его. And she banged it until his head was stuck in the ground with the tent peg in it. И она буквально прибила его висок к земле. I think he was dead. Я думаю, что он умер после этого. Just slightly. Верно. Just slightly dead. Чуть-чуть. Чуть-чуть умер. There would have been there would have been a lot of blood.
There would have been blood all over the place because actually once you when you put a tent peg in somebody's head and you bang it, there's a lot of blood that squirts out everywhere. Во-первых, у него было очень сильное кровотечение. I'm being very descriptive here because you need to understand. Вы должны понимать, что происходит, поэтому я буду в подробностях объяснять. There would have been a lot of crunching of brain and skull. And the brain, the bone would have crunched as she banged it. И она, во-первых, пробила ему кости, она пробила ему мозги. But she saved the nation. Но она спасла народ. With her obedience, she saved a nation. Через свое послушание. It would have been messy. Can you imagine her explaining to her husband when he came home after looking after all the sheep and everything else, why there was blood all over the place and there was a dead man представьте себе, что in her tent? Какая была реакция мужа, когда он пришел с пастбища и увидел, что все в крови, там какой-то мертвый мужик лежит. Can you imagine the explanation? We just wandered in. И представляете, вот она такая, да он тут просто зашел. And he was running away, so I just put a tent peg through Поэтому his я head. просто взяла его так. Все. Not very nice, Не очень. but it did the job. Но она сделала то, что должна была. And because of that, Israel won the victory. И именно благодаря ей Израилю удалось одержать победу. God may not ask you to put a tent peg through a man's head. Возможно, конечно, Бог не просит вас протыкать мужскую голову колом. Don't laugh because he might. Не смейтесь, так может быть однажды. Pray that he doesn't. I wouldn't want to. I really wouldn't Я want тоже to. не хотела, конечно. But God may not ask you to do that. Может быть, Он тебя об этом и просит. But he might ask you to do something that's going to be Но, difficult. возможно, Он просит тебя о чем-то, что не менее сложно. So what has he asked you to do recently О чем Бог просил тебя недавно? that you said, oh no, I can't do that. О чем ты подумала, нет, я не могу. I'm a weak woman. Я всего лишь слабенькая женщина. Somebody else can do that. Пусть делает кто-нибудь другой. It'll affect my nails. It'll damage my nails. У меня ногти поломаются. I'll get it all over my clothes. У меня вся одежда запачкается. Oh, I'll have to take my makeup off while I'm doing it. Придется макияж снять. We think about the things that why we cannot do something God's asked us to do. И нам нужно задать себе вопрос, почему мы не сделали то, о чем Бог сказал нам. But what it does is it brings a victory for a nation. Потому что если ты послушаешься Его, это будет победа для целого народа. What has God asked you to do that you haven't done? О чем Бог сказал тебе и что ты не исполнила? And if He does ask you to put a tent peg through somebody's head, please don't come tell me about it. Пожалуйста, если вам когда-нибудь Бог скажет вонзить кол кому-нибудь в голову, не говорите мне, ладно? Just say, yes, Lord. Скажите просто «Да, Господь». Jehosheba. Иосавев. She was the aunt of Joash of Judah. Она была, получается, кто она была? She was the aunt. So she was she was the aunt. She's the sister of the king. Тетя, да. Okay. Она была тетя Иаса. Okay, she's the sister of the It's king. okay. Yeah, you got that bit. Okay. That's okay, no problem. And we find her in 4 Kings 11, 1-3, 4 Царство, 11 глава, and 2 Chronicles 22, 10-12. в первых 3 стихах. И также в книге Паралипоменона во 2 главе. Ой, простите, во 22 главе 2 Паралипоменона, с 10 стиха. So there aren't very many verses about this Там тоже lady, всего лишь пара стихов. but she was a princess. Но она была принцессой. So you want to just read that for me? Так Гафолия, мать Ахози, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Но Иосавев, дочь царя Иорама, сестра Ахози, взяла Иоаса, сына Ахози, и тайно увела его из среды умерщвляющих сыновей царских, его и кормилицу его, в постельную комнату, и скрыли его от Гафолии, и он не умерщвлен. И был он с нею скрываем в доме Господнем 6 лет, между тем, как Гафолия царствовала над землей.
We have a queen in England. В Англии есть королева. And can you imagine it if her son died Представьте, что будет, если ее сын умрет. and then she decided she was going to kill the rest of the royal family? И она вдруг решит, что, ну, давай я тогда добью всю остальную семью. Because basically that's what she did. Потому что вот это именно и сделала эта женщина. She didn't want anybody else to have the crown. Она не хотела, чтобы корона досталась кому-то еще. So literally she murdered the whole of her family. Поэтому она решила погубить всю семью сразу. But her daughter, I'm trying to think what she was in now. It was actually his sister, isn't it? So his sister, she was a princess. His sister. His sister. Anyway, this lady. Yeah, okay. Sister of the king. Yeah, she was sister. Yeah, okay. So what she did, she got the little lad, little boy, who was going to be the next king, and he was about 6 years old, I think. И она взяла ребенка No, своего this baby. своего брата. So she was the auntie of the little boy, Она была его тетей, получается. and she risked her life to whisk this little baby away and hide him. И она рискнула своей жизнью, чтобы спрятать ребенка. And she hid him for 6 years. И она его там держала 6 лет. Can you imagine hiding a baby Просто for 6 представьте, years? 6 лет держать ребенка, спрятать его от кого-то. Children aren't the quietest things. Children are not the Потому что quietest. ребенок это не самая тихая штука, которую ты можешь прятать. They make a lot of noise. Они очень шумные. They talk when you don't want them to talk. Они постоянно говорят, когда ты хочешь, чтобы они They замолчали. cry when you don't want them to Они cry. плачут, когда это не нужно. They cry when they're hungry. They cry Они when their плачут napkin постоянно, is когда changing. они пописали, They они плачут, cry когда when они they've got хотят a есть, tummy ache. они плачут, когда у них болит живот, They cry just because it's good to cry. они просто плачут, потому что хочется плакать. So can you imagine hiding a baby for Просто 6 представьте себе years 6 лет скрывать ребенка, as they're growing up? растущего ребенка. Because that's what she did. Она делала именно это. And she looked after him. Она за ним присматривала все это время. And she taught him everything he knew И она обучила его всему, чему знала, что знала сама. about the Lord И она рассказала ему о Господе. when he was in hiding. How do you hide a 6-year-old? Как можно прятать 6-летнего ребенка? But what happened is he emerged out, and because of what she taught him, because of everything she knew, how she taught him about God, how she taught him about the Lord, he became a very, very, very good king who loved God passionately. Но благодаря тому, что она вложила из него, чему она научила его, он стал очень-очень-очень хорошим царем, который страстно любил Бога. All of those ladies were not famous. Some of them had their name mentioned once or twice in the Bible, but God used them in a particular way. И все эти женщины, о которых мы говорили, они не были известными. Некоторые из них упомянуты в Библии единожды, может, дважды, но Бог каждую из них использовал особенно. And when you look at them, all of them saved the nation. И на самом деле каждая из них, она в своем роде спасла свой народ. All the ones that they nurtured, all the ones that they looked after, all Через the ones that they через protected. вот эти дети, за которыми они присматривали, защищали, спасали, They saved a nation. они спасли целый народ. What identity are you carrying in your heart? А что ты представляешь из себя? Кто ты? God may have called you to save a nation. Может быть, Бог призвал тебя спасать народ. You are never too old and you're never too young. Никогда не слишком поздно и не слишком рано. You are nation savers. Ты спасительница народа. Most of you are looking at me in total disbelief. Большинство из вас смотрят на меня совершенно не веря мне. As if to say, not me. Говоришь, это не про меня. Maybe the person that sat next to me, Может, про нее, but not me. но не про меня. That's not what I do. Я не смогу. Whether you're at home looking after little ones, whether you go out to work, doesn't matter what you do, God has called you. Вообще не важно, что ты делаешь. Сидишь дома с ребенком, идешь на работу.
Бог призвал тебя для своей цели. What identity are you carrying in your heart? Кто ты? We're going to look at one more person who actually is not a woman, but is a man. Мы сейчас еще на одну историю посмотрим, и эта история как раз не женщины, а мужчины. And he's mentioned in 1 Chronicles 4, verses 9 and 10. Это первая книга Паралипоменона 4:9. And his name is Jabez. Его зовут Иовис. When you look at Chronicles, there's especially 1 Chronicles 4, there's literally just lists of names, lists of things, lists of divisions, lists of land and everything else. And right smack in the middle, 2 verses just mentions this person. Вся книга Паралипоменона, особенно первая, это сплошные списки, это перечисление людей, там, земель, владений, чего угодно. И прямо посреди появляется история Иовиса. You could go past him actually when you read it, because you could totally Ее miss очень him легко out. пропустить, потому что она прям между прям в этом списке затерялась. He's almost invisible in the Bible. Она почти невидима в Библии. And his name is Jabez. Его зовут Иовис. Jabez. Иовис. Remember that name. Запомните это имя хорошо. Let's read that. Иовис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав: «Я родила его с болезнью». И воззвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спаслал ему, чего он просил. Can you imagine being called pain by your mum? Просто представьте, что мама назвала бы тебя боль. So every time she calls you, every time she says Jabez, she says, Pain, where are you? Буквально каждый Pain, раз, what are you doing? когда она обращалась к своему Pain, ребенку, what are you она up говорила: to? «Ты, страдание, где ты?» Can you imagine having a name like that? Просто представьте, что у вас такое имя. Sometimes we name our children and don't realise what we call them. Потому что иногда мы даем своим детям имена, и не понимаем, что они значат. So every time he was called by either his mum or his dad or his Каждый раз, когда brothers, к нему обращались мама, папа, братья, he was reminded of what he'd done to his mum. ему напоминали, When каким she gave мучением birth. он был для своей мамы, когда она рожала. Jabez, Иовис. Jabez, Иовис. pain, Боль. pain, Боль. come here, pain. Иди сюда. Which is what she was Мучение saying. мое, говорила. Come here, pain. Давай, иди сюда. Come and eat your food, pain. Давай, мучение, иди поешь. Sit down, pain. Садись. Clear your toys up, pain. Иди, приберись, страдания. Honestly, it's time to go to school, pain. Давай, страдания, время пойти в школу. And then when he's in school and he gets asked a question, they go, Pain, do you want to answer? И просто представьте, когда в школе учитель задает вопрос, и он поднимает руку, и учитель говорит ему: «Ну, ты, страдание, ты хочешь ответить?» And when he's at work, Pain, can you give us some advice on this? Представьте, что на работе его постоянно называют «ты». Because Боль. that's what he was called. Это было его имя, реальное имя. That's how his mother saw him. Его мама, вот так его мама But идентифицировала. actually, that's how the rest of the family saw him. Ну и вся остальная семья тоже. As a pain. Как боль. Someone that caused hurt. Это как тот, кто причиняет мучение. And it was a reminder to him the whole time. И вся его жизнь была напоминанием об этом. But he prayed. Но он помолился. But what it also says, he was more honourable. Even though he had a name like Pain, he was more honourable than his brothers. Но несмотря на то, что он получил такое имя, сказано, что он был знаменитее своих братьев. And he said, Oh, that you would bless me indeed. This was his prayer to the Lord. И он молился, говоря: «Бог, если бы ты благословил меня Enlarge my territory, и распространил пределы мои, that your hand would be with me, и рука твоя была бы со мною, and that you would keep me from и evil, ты охранял бы меня от зла, that I may not cause pain. тогда я не причинял бы больше никому боль». God heard his heart. Бог услышал его сердце. Yes, he might have been identified as pain, Да, может быть, вся его жизнь была как страдание, because people saw what was on потому the что outside. это то, как люди его видели. You see, God sees what's on the inside. Но Бог смотрел на его сердце. And what did it say? So God granted him
what he И что requested. сказано? И Бог не спаслал ему, чего он просил. What do people call you? Как люди называют тебя? Do they call you pain? Они к тебе также обращаются, как мучение? Do they call you a nuisance? Nuisance. What's nuisance? I'm trying to think. Do they call you trouble? Do they call you? Они тебя называют проблемой, Do they call you an idiot? идиоткой. Do they say, "Oh, not her again"? Они видят тебя и говорят: о нет, только не она. Because actually, that's how they see you. How does God see you? Но это взгляд людей. А каков взгляд Бога? God didn't see him as a pain. Бог не видел этого человека как источник боли. God saw him as an honourable man. Бог почтил его. And what did he do? Earnestly from his heart he prayed. Когда он помолился от всего сердца, And God said to him, I'm going to grant what you've asked. I'm going to give you what you've asked for. Бог сказал: я дам ему все, о чем он просит. Where's your identity? Кто ты? What identity are you carrying? Что в тебе? Are you carrying a pain? Боль, Are you carrying trouble? проблемы, Are you carrying idiot? глупость, Are you carrying, oh, it's her again? или вот это опять она, Are you carrying gossip? слухи, Are you carrying I'm different? или ты несешь, что я не такая, как все, Just because of how I look? What I wear? я не так выгляжу, не так одеваюсь. Question that Jesus asked his disciples. Иисус задавал своим ученикам один вопрос. Матфея 16:13. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им: «А за кого вы почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что ни плоть и ни кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Jesus said, who do they say that I am? Сначала Иисус спросил, за кого почитают меня And there were другие. all these answers. И они дали ему You're кучу ответов. Elijah, you're Moses, you're Илия, so-and-so, Моисей, you're whatever. Пророк. Peter said, you're the Son of God. Петр сказал: «Ты сын Бога, You are the Christ, you're the Ты Son of the living Христос. God. ты сын живого Бога». What did Jesus say to him? He said, blessed Simon Bar-Jonah, for flesh has not revealed this to you, but my Father in Что он heaven. ответил, что блажен ты, Симон, потому что ни плоть, ни кровь открыли это тебе, но Отец мой. Jesus knew who he was. Иисус хорошо знал, кто он такой. Do you know who you are? А ты знаешь, кто ты? Who does Jesus say you are? Что о тебе говорит Иисус? You see, when somebody says, who are you? Когда кто-то спрашивает Where тебя, do you come from? откуда ты, кто ты такая, What's your answer? каков будет твой ответ? Do you curl into a corner and go, oh, actually, I'm not sure who I am? Ты спрячешься в свой кокон и подумаешь: ну, я не уверена, кто я. Or do you stand up and say, I'm a daughter of the king? Или ты встанешь и с честью скажешь: я дочь царя. That's my identity. Вот, это я. I'm a daughter of the king. Я дочь царя. You see, daughters of kings are princesses. Знаете, дочери царя — это принцессы. And they walk around with their head up here. И они всегда ходят с поднятой головой. They don't walk around with their heads down here. Никогда не ходят вот так вот нагнувшись. You see, if you walk around with your head down here, Потому что your crown falls off your head. корона будет падать. It does. You cannot hold your crown with your head down here. Если постоянно опускать голову, то корона не будет там держаться. Hold your head up. Держи голову высоко поднятой. You see, if you look at kings and queens, if you look at their children, princes and princesses, they do not walk around with their head down here. Потому что ни короли, ни принцессы, ни принцы никогда не ходят так. They're not ashamed. Они не стыдятся себя. They walk around with their heads held Они high. высоко поднимают голову. Why? Because you have to keep it up to keep your crown on. Потому что они все время должны держать корону. And you have a crown И у тебя тоже есть on корона your head, на голове, which you need to keep there. которую нужно держать.
The enemy would quite happily have your head down here Враг очень счастлив, когда ты ходишь вот так, and walking полусогнутым, around like this and walking around hiding. прячешься. But you see that God calls us to stand up. Бог хочет, чтобы мы стали ровно. What was Natasha actually asking you? She's saying you are beautiful. О чем Наташа говорила в самом начале, ты красивая. Right at the beginning she's saying you're beautiful. В самом начале, ты And she's saying красивая. tell the person next to you, you're Ну, красива. повернись к другому и повтори, ты красивая. Красива. Красивая. Очень красива. Вау! Очень красива. You are beautiful. Ты красивая. Look at the person next to you. In fact, look at the person in front of you, if you haven't got anybody. And Если say кто-то to them, сидит впереди, посмотрите на человека впереди. очень красиво. И скажите, мой, ты очень-очень красивая. Очень красиво. Look around the room. Смотри вокруг себя. There are some gorgeous women. Every single one are gorgeous women in this Смотри, room. сколько вокруг тебя невероятных женщин. Да? Да. You see, when you belong to God and you know who He is, if you know who you are, just as Jesus knew who He was, people called Him all sorts of things. They said He was Elijah, they said He was Moses, they said He was from the devil, they said He was whoever, but He knew who He was. He was the Son of the living God. Ученики Иисуса говорили что угодно, люди почитают тебя за того, за сего, но благодаря тому, что Иисус, Он имел близкие отношения с Богом, Он знал Бога, Он знал, кто Он. See, when you know who your identity is in and what identity you carry, you stand. Когда ты знаешь, в ком заключена твоя личность, ты всегда будешь держать голову высоко поднятой. So when the enemy comes against you and says, you're useless, you're worthless, Когда враг приходит и говорит, ты бесполезна, ты недостойна, who do you think you are? что ты о себе возомнила? I'm the princess. Я принцесса. I'm part of a royal nation. Я часть королевской семьи. I'm part of a chosen people. Я часть избранных. And I belong to God. Я принадлежу Богу. It says so in His Word. Так говорит Его That's what Слово. it actually says. You're part of a royal priesthood, Ты часть Его королевского a holy наследия. nation, Святая нация. a people belonging to И ты God. принадлежишь Ему. You don't all believe it. Не все в это верят. Some of you are sitting there going, yeah, that's all right for her to say. Кто-то сейчас сидит и думает, ну легко ей говорить. It's not that easy for her to say. Мне нелегко. It is not that easy for her to say. Мне нелегко. When God said to me the very first time, I love you, you're my child, Когда Бог первый раз сказал мне, я люблю cried my eyes тебя, out for half an hour. моя дочь, я прорыдала полчаса. I cried and cried and cried and cried and Плакала, cried плакала, плакала. because I didn't believe it. Я не поверила ему. And there are days when I don't believe it. И бывают дни, когда... Сегодня тоже бывают дни, когда я не верю в это. But He says it in His Word. Но в Его Слове написано. And therefore I have to believe it. Поэтому мне приходится верить. I don't always feel like a daughter of the King. Я не всегда чувствую себя как дочь царя. I don't always look like a daughter of Я the даже King. выгляжу не всегда как дочь царя. You have not seen me first thing in the morning. Вы меня не видели еще с утра. Not good. Come on. Come on. Okay, who gets out of bed with all their makeup on, looking wonderful Ну first thing in the давайте, morning? кто такая красивая просыпается с утра с макияжем, с прической? Tell me how you do it. Если кто-то здесь есть такая волшебница, то расскажи мне, как это сделать. But I'm still a daughter of the King. Но я все еще дочь царя. My hair might be sticking out all over the place. Может быть, у меня волосы торчат во все стороны. Okay. I might need a shower. Может быть, от меня нехорошо пахнет. I have to clean my teeth. Мне нужно почистить зубы. I have the baggiest clothes on. У меня мешковатая одежда. No makeup. У меня нет макияжа.
I'm still a daughter of the Я King. все еще дочь царя. I might not always feel like a daughter of the King, but I'm still a daughter of the King. Я не всегда думаю о себе как о дочери царя, но я всегда являюсь дочерью царя. Your identity is not in what others say about you. Потому что твоя личность не в том, что говорят о тебе другие. It's what God says about you. Твоя личность в Боге. He said, who are you? Он говорит тебе, кто ты? Who are you? 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 Кто ты? What's your answer? Что ты ответишь? I'm a daughter of the King. Я дочь царя. Красиво. Очень, очень красиво. I'm a beautiful daughter of the King. Я прекрасная дочь царя. Hallelujah. He says, fear not, for I have redeemed you. I've called you by name. You are mine. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени. Ты моя. Amen. Let's all stand. Давайте встанем. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Just close your eyes and just start worshipping the Lord. Закройте глаза и начните ему поклоняться. Just worship Him. Поклоняйтесь ему. Just worship Him. Father, I thank you. Я благодарю тебя. Father, I thank you for these wonderful, wonderful, wonderful women. Father, you just love them. За твоих замечательных дочерей. Father, you just delight in them. Lord, they are your daughters. Они твои дочери. And Father, tonight, you just want to show them who you are. Покажи им, кто ты есть. Father, I break every false identity over them. Я разрушаю всякие неправильные представления о себе. Lord, I break every curse over Я them. разрушаю проклятие. Lord, I break every negative word that has Каждое been негативное spoken слово, over them. сказанное на них. Every word of criticism, Father, I break it over them now. Сказанное им. And I speak freedom. И я провозглашаю I speak свободу. freedom. Свободу. Freedom. Свобода. Freedom. Father, we break the chains that bind. Мы разрушаем оковы. Father, you've called them to be Ты daughters. призвал их быть твоими Lord, you've дочерьми. said, I have redeemed you. Я искупил I тебя. have called you by name. Я назвал тебя по имени. You are Ты mine. моя. You are mine. You are mine. You belong to me. Ты принадлежишь мне. I have chosen you Я избрал тебя. before the beginning of time, Прежде создания мира. before the foundation of the earth. Прежде всего. I chose you, Я he says. избрал тебя. I've called you out of darkness into light. Я вывел тебя из тьмы во свет. I've called you to speak, to walk with your heads up. Я призвал тебя ходить с поднятой головой. I've called you to dance. Танцевать. I've called you to be set free, Чтобы быть свободной. to walk in freedom. Ходить с моей In свободой. my name, Имени моем. daughters of the King, Прекрасная. daughters
daughters of the King. дочь царя. Father, I thank you that they are your daughters. Что они твои дочери. I thank you are transforming them. Что ты преобразовываешь. I thank you, Father, that you are changing them more and more into your Ты image. меняешь их и трансформируешь их все больше в образ твой, Отец. Women who love you. Женщины, которые влюблены в тебя. Daughters who delight in you. Дочери, которые любят тебя. And Father, you delight over them with singing. Ты восхищаешься каждой из них. You sing over each one. Ты поешь каждой из них. You sing a love song over Ты each one. поешь песню любви каждой из них. Hima robo sendere. Thank you, Father. Спасибо, Отец. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой. Oh, sikendere basotorobai. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Благодарим Тебя за это слово. Пускай, Отец, это слово, оно укореняется в каждом из нас, чтобы всегда мы понимали, что Твоя корона на наших головах, и чтобы мы не смотрели вниз, Господь, но смотрели прямо и шли Твоими путями, Отец, туда, куда Ты ведешь, так, как Ты ведешь, Господь. Мы принимаем это слово, мы принимаем эту царственность, мы принимаем быть Твоими дочерьми, Твоими возлюбленными дочками, Господь. Я прошу Тебя, Бог, чтобы сегодня ночью Ты говорил к нам, Ты показывал, кто мы для Тебя. Да, мы запрещаем Тебе воровать это слово, мы запрещаем Тебе воровать истину, которая есть от Бога для каждого из нас. Я прошу Тебя, Бог, покажи сегодня во снах, говори к нам лично, что мы Твои, кто мы для Тебя, как Ты видишь нас, укореняй это слово внутри нас еще сильнее, что мы Твои дочки, что мы царственные священства, что мы Твои возлюбленные, что мы достоинство, мы имеем это достоинство, мы достойны носить звание, быть Твоими дочерями. Я прошу, дай, Господь, это большее сознание в эти дни, Господь. Пускай Твое Слово укореняется, закладывается внутрь нас. Просто пускай эта истина, она становится действенной в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Знаешь, просто спроси у Него сейчас. Скажи: папа, Ты любишь меня? Вот задай ему этот вопрос. Спроси: Ты любишь меня? Спроси у него: папа, какой Ты видишь меня? Какая я для Тебя? Я прошу Тебя, Господь, укореняй свою истину внутри нас. Укореняй свою истину внутри нас. Пускай каждый из нас, мы знаем, что мы приняты, что мы любимы, и что мы Твои дочки. Что мы Твои царственные дочки. Спасибо. Спасибо, спасибо. Иисус, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. Аллилуйя. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя и мы славим, Отец. Давайте ему славу воздадим. Принять одну истину, открыть свое сердце, чтобы Богу позволить что-то делать с нами, позволить вкладывать в нас эту истину, позволить менять нас. Потому что эти дни, не знаете, это сегодня вечер, завтра, это может, знаете, как быстро для нас пройти, и потом в воскресенье утром или в понедельник мы можем упомниться, что было вообще. Но знаете, те истины, которые Бог сегодня вам говорит, чтобы это было действенным для нас, возьмите, запишите прям. Я царская дочь, я его дочка, я дочка моего папы. Папа любит меня, да? Вот все, что мы слышим, возьмите такими тезисами для себя, запишите, повесьте на холодильник. И каждый раз, подходя, не знаю, или там на видное место, просто смотри туда и я его дочь, я его любимая.
вы знаете, просто за какое-то время эта истина, она укоренится внутри. Это не останется, знаете, просто поверхностно, и потом через какое-то время, знаете, когда кто-то что-то скажет вам, враг раз и украл. Но если вы запишете то слово, которое Бог говорит лично вам сегодня, я также делаю. Запишите, смотрите, и вы будете просто, если что-то вдруг скажет вам где-то там что-то, вы пришли домой, подошли к самому видному месту и, а я его дочка, а он меня любит, а он мной восхищается. И тогда, знаете, просто что-то изменится. Что-то изменится. Потому что враг, он что делает? Он приходит украсть, убить и погубить. Но Бог, Он приходит давать нам жизнь. Жизнь вечную. Жизнь не просто, что мы, знаете, туда придем и такие счастливые, а чтобы мы здесь уже жили так, как там. А что мы можем делать? Мы можем укорениться в той истине, которая есть у Бога для нас. Поэтому просто берите, записывайте все слова, которые Бог вам говорит здесь сегодня, завтра, которые будет говорить, и начинайте это провозглашать. Иногда, знаете, просто не хочется это делать, но ты приходишь, а ты все равно, ты смотришь, а ты говоришь, я красивая, я папина дочка, я его любимая, я его царственное священство. И что-то будет меняться, вы сами начнете в это верить. Вы сами поверите, это знаете, как Отче наш, знаете, есть выражение, вот как Отче наш, вот это будет для вас как Отче наш. Утром просыпаетесь, и вот несмотря на то, как вы выглядите, вы просто знаете, что вы его дочь. Это должно стать, знаете, стержнем, корнем таким твердым внутри нас, что никто и ничто не сможет поколебать его. Угу. Аминь. Это должно стать нашим таким, Поэтому записывайте для себя что-то. Я не знаю, там на телефоне запишите, на заставку поставьте. И каждое утро, вот я вот такая, аминь. Я вот такая, аминь. И все, никто не сможет просто сдвинуть вас с того, кто вы есть на самом деле. Аминь. Трисс, спасибо огромное за слово. Маша, спасибо тебе за то, что ты помогла просто нам понимать это слово.